Васильевна, Васильевна!» – кричала в сенях старушка. «Ну, что тебе, что разоралась-то?» – спросила Васильевна, выглядывая из двери. «Не найдется пол-ведерочка водички чайку бы хоть попить?» – спросила гостья, переворачивая пустое ведро. «А что, нынче в колодце кончилось или тебе лень идти 100 метров?» – поинтересовалась Васильевна, все же наливая воды в ведро соседки. «А ты-то, что не в курсе?» – улыбалась гостья. «Да в чем дело-то? Говори как есть, не ходи вокруг да около». «Вот у тебя привычка дурная», – рассердилась Васильевна. «Да ты сама-то глянь, словами и не скажешь», – ответила гостья. «Ей-богу, не пойму, и я третий день на деревню не ходила, все в огороде занимаюсь, что там у вас?» – ворчала уже шепотом женщина. Подруги вышли вместе через широкую дверь, та, что пришла, показала рукой в сторону большого деревенского колодца. Васильевна скрипнула и схватилась руками за голову. Прямо возле колодца, прислонившись к срубу боком, сидел большущий волк и выл. Негромко так, из дома и не услышишь. Волк по всему уже устал, охрип, но продолжал выть. Вокруг стоял народ. Никто не понимал, что происходит. Третий день волк не давал набрать воды деревенским и только выл. Никто не решался подойти или прогнать серого хищника. «Откуда он тут взялся? Я здесь волков аж с детства не видела», – спросила Васильевна. «А вот сидит и вот зараза, двоим не кажется», – сказала подруга. Васильевна прикрыла дверь и отправилась поближе к людям. Многие стояли кучками, перешептывались. Они решали, что делать с волком. Не помирать же всем от жажды, да и новый колодец тоже рыть не вариант. Ситуация, конечно, была более чем странная. В здешних лесах действительно давным-давно не водились волки с тех пор, как построили железную дорогу. Во время строительства стая эмигрировала по ту сторону, подальше от шума. Когда строительство закончили, пустили транспорт, и им было уже не вернуться из-за оградительных сооружений. Однако было также неясно, что делал серый хищник в деревне у колодца. Он не выглядел больным или старым, лапы у него были целые. Он просто сидел и выл до хрипоты. Пока люди решали, что с этим делать, из толпы вышла одна девушка. В деревне все ее знают. Наташка была с детства смелее других ребятишек, всегда боролась за правду, ничего не боялась. Спасала всех подряд от котов и собак, боевая была девица. Вся деревня помнит, как сорвался с цепи один здоровый кабель у фермера. Все его боялись, дети в рассыпную, бабки кто куда попрятались, одна Наташка схватила кусок кирпича и погналась за этим разъяренным псом. По дороге поднимает камни и в него кидает, а напоследок и кирпич полетел туда же. Пес, как увидел такое чудо, хвост поджал и огородами домой. С тех пор, если убегал, Наташку звали, а пес, как только видел ее издалека, да голос слышал, сразу домой бежал. Так вот, вышла она из толпы и осторожненько так, не торопясь, к волку подходит. Кирпича на этот раз у нее при себе не было. Волк увидел девушку и словно обрадовался. Он как будто того и ждал. Казалось, он даже хвостом завилял, подскочил, встал на задние лапы, а передние на край колодца поставил и сам внутрь заглядывает. Тут в толпе послышался голос Федьки: «Это наш местный, деревенский алкаш. Ему дочка на попечение внука оставила, а сама с мужем укатила за лучшей жизнью аж в Америку. Дед так внука и растил. Мамашка деньги присылала, а для мальчишки мало, что доставалось, дед в основном все пропивал. Никто не видел Ванюшку моего. Ванька, где это сорванец?» – спрашивал у всех Федька. «Ну ты как обычно, проспишь ты паренька когда-нибудь. Небось уже неделю не просыхаешь?» – поинтересовалась у него Васильевна. «Ты не ври, Васильевна, всего-то третий день, отметить надо, Машка моя перевод прислала», – ответил довольный Федька. «Так чай по Зине тебе то прислала, а для сына», – сказала Васильевна. «Да ты не неси брехню, Васильевна, там и мальцу достанется. Куда ж гаденыш запропастился?» Федька пошел дальше. «Тихо всем, там, кажется, ребенок», – крикнула Наташка своим громогласным голосом. По толпе людей пронесся гул. Наташка попросила лестницу с веревкой и полезла вовнутрь. Долго ее не было, потом стала кричать, чтобы поднимали, а когда люди ее достали, то на руках она держала мальчика, как раз того самого Ванюшку. Все стали оглядываться, а Федька уже ушел куда-то, ему и дела не было до внука и до того, кого поднимут из колодца. Федьку отыскали в магазине.
Он покупал очередную порцию любимого напитка, который был покрепче кофе, но и прозрачный как слеза. Наташка посмотрела на старика и сказала, пока не протрезвеет, мальчика не получит, и унесла Ванюшку домой, а по пути ей волка к себе забрала, не у колодца же ему сидеть. Дед Федька протрезвел только через 2 недели. Пришел к Наташке за ребенком. «Какой ребенок? Ванюшка в колодце утонул», — сказала Наташка. «Наташка, ты это брось шутки шутить, я тебя еще ребенком без штанов помню. Давай сюда Ваньку», — пытаясь говорить сердито, сказал Федька. «И что теперь, я должна в твою пьяную лавочку ребенка отдавать?» – парировала Наташка. «Дался тебе этот ребенок, ради своего потом и командуй, а ну пусть домой идет», – начал кричать Федька. Мальчик выглянул из-под двери и сказал, что не хочет к дедушке. Он будет у тети Наташи жить. Дед Федька попытался войти в дом, но дорогу ему преградил волк, оскалив зубы. Он по-прежнему жил у Наташки. Дед Федька уходил, кидая в Наташкин адрес обидные ругательства. Говорил, что она хочет себе его внука захапать, чтобы получать американские деньги. Это были очень обидные слова, которые ранили Наташку в самое сердце. Дед Федька не мог знать, да и Наташка никому не говорила. На самом деле Ваня был ее сын. Так получилось, что она забеременела и не было у Наташки никакого мужа. Случайное было знакомство с заезжим рабочим, а у деда Федьки дочка замужем была и тоже ждала ребенка. Наташка всячески скрывала свою беременность, думала, родит и оставит малыша в роддоме, пусть усыновляет кто захочет, может попадет в хорошую семью. Да так получилось, что попала она в одну палату с дочкой деда Феди, и надо же такому случиться, что ребенок ее умер, тоже мальчик был, но почему-то остановилось сердце, он просто ночью перестал дышать. Тут-то она и стала приставать к Наташке, чтобы та отдала ей своего ребенка. Наташа подумала и решила, может, так и будет лучше. Парень в семье будет расти, при матери, при отце, да и сможет отслеживать судьбу своего ребенка. На том и порешили и хранили тайну друг друга. Вот почему дочка Федьки так легко оставила ребенка на попечение алкашу отцу, когда они с мужем в Америку за большими деньгами поехали. Во-первых, у нее к нему и чувств особых не было, а во-вторых, знала, что родная мать под боком, уж приглядит, если что. Случай с колодцем побудил Наташку действовать. Она твердо решила вернуть своего сына себе. Мальчишка просто чудом выжил в колодце, слава богу, что не утонул, и слава богу, что вода вокруг была, которую он пил. Волк из леса, видимо, услышал, что мальчик тихо плачет в колодце, слух диких животных чуткий, куда лучше, чем у людей и у домашних собак. Волк прибежал из леса на тихий плач ребенка, но он ничем не мог помочь и никак не мог достать его. Тогда он просто стал привлекать внимание людей, так как умел. Он выл, а люди боялись близко подойти, пока кто-то не сообразил позвать Наташку. Она уж точно не забоится. Откуда взялся волк, что за привидение его привело в наши края, так и осталось тайной. Но иногда есть вещи, которые лучше и не знать. Теперь он так и жил у Наташки с Ванюшкой. «Васильевна», снова раздался знакомый голос подруги в сенях дома. «Заходи, открыто, что стряслось-то опять? Снова волк или опять в колодец кто упал?» – спросила Васильевна подругу. «Ох, да не то, и не другое, слыхала, Ванюшка-то не внук Федьки и не дочки его сын», – выпалилась попавшаяся соседка. «Идешь ты, а чей тогда?» – Васильевна вытаращила глаза от удивления. «Ты только не падай. Это Наташкин сын». Нашей деревенской Наташки еле сдерживала эмоции гостя. «Не может быть!» Васильевна аж на стул присела. «Еще как может быть! Федькина дочка только что из Америки документы прислала для усыновления. Они там в Америке себе другое дитё родили. Наташкин мальчишка им теперь и не нужен. А Наташка-то молодец, будет обратно усыновлять. Вот только Федьку жалко», – сетовала подруга, «а что с Федькой, не поняла Васильевна». «Снова пьет», – сказала подруга. Вот такая история. Дорогие друзья, спасибо, что дослушали до конца. Не забудьте подписаться и поставить лайк, а также оставляйте свое мнение, как бы вы поступили на Наташкином месте.